Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы представить младшую сестру Таро Манары, Оракул Манары от издательства Лос Карабео, который я приобретала как подарок от себя для себя к своему дню рождения. Итак, если вы не приемлете эротику или наготу, если вам нет 18 лет, пожалуйста, выключите данное видео. Итак, иллюстрации в данном оракуле использованы Мила Манары, автором концепции и также художником является Эльза Хапотнуковский. Премьера оракула состоялась в начале сентября 2021 года. Как мы видим, колода поставляется вот в такой плотной коробке, которая характерна для всех оракулов от данного издательства, состоит из двух частей. Надписи, я надеюсь, вам видно, немножко такие выпуклые. С обратной стороны мы видим миниатюры нескольких карт, также информацию о том, что набор состоит из инструкций и 35 карт, описание мы видим в 4 языках: английском, итальянском, испанском, португальском, в котором говорится, что чакры Эрос и астрология, Манара, эротический оракул, призван, можно так сказать, для пробуждения опыта секса, любви и соблазнения. Крышка прилегает достаточно плотно, что может не радовать. Первое, что мы видим, 128-страничная черно-белая МБК с матовой обложкой и мелованной бумагой. Инструкция на английском, итальянском, испанском и португальском языках. Сначала у нас идет вступление, в котором говорится, что секс – это один из важнейших элементов личности человека и одна из самых сильных движущих сил в его жизни. По этой причине работа с эротическим оракулом может стать очень мощным инструментом для самопознания и расширения возможностей. В то же время секс и эрос являются одними из самых интимных составляющих жизни и зачастую нам самыми сложными, возможно, по той причине, что их трудно прожить свободно и спонтанно. Дальше. Кратенький раздел чакры и астрология, в котором идет речь о том, что в картах использованы два мощных инструмента чакры. Каждая чакра связана с 5 картами, и они рассматривают темы секса и отношений от самых первичных побуждений, первая чакра, до самых возвышенных форм, 7-я чакра. Второй инструмент – это астрология. Каждая карта связана с планетой и знаком. Каждая планета указывает на часть «я», а каждый знак предлагает способ выражения этой части «я». Дальше. Раздел «Планеты» и ключевые слова, которые характеризуют ту или иную планету. Вот, например, Солнце. Мужская энергия, креативность, сила воли, независимость, напористость. Дальше знаки зодиака и также описание в форме ключевых слов. Раздел «Женские энергии», в котором говорится, что оракул построен на основе женских энергий, но это не означает, что мужчины не могут использовать данную колоду. Это значит, что колода фокусируется на внутренних аспектах секса, которыми управляют именно женские энергии. Чтобы выразить это, авторы выбрали Луну и Венеру как планеты, отражающие женскую сущность, и Солнце как планету творческого самовыражения. Они являются общими как для мужчин, так и женщин.
А также Селена и Лилит – это те астрологические точки, которые отмечают все самые лучшие и светлые стороны, то есть это Селена, и все самые темные и опасные, то есть Лилит, проявление человеческой природы, как в характере мужчин, так и в характере женщин. Дальше информация о чакрах. Здесь мы видим символизм и далее описание каждой чакры. Да, вот, например, где расположена, цвет, основные характеристики, основное право. Вот, например, Сахасрара, право знать, это право на правду, право на информацию, право выйти за рамки поверхностного и добраться до сути вещей. Это также право сопротивляться идеологической обработке и манипуляциям. И также дальше идет интерпретация 5 карт, которые относятся к той или иной чакре. Вот давайте на примере мы рассмотрим первую карту. Это огонь желания. Сахасрара, 7-я чакра, это солнце в Овне. Я хотел всего этого, и я хотел этого сейчас. В то время я был так молод и не понимал, что я слишком мал, чтобы использовать слово «все». Чтобы понять свои истинные желания, я должен был сначала посмотреть на Вселенную. То, чего вы желаете, определять дорогу, по которой вы идете, и то, куда вы направляетесь, ваши амбиции, мечты, стремления. Это часть вас, и они могут пылать, превращаясь в огонь, способный осветить тьму жизни. Но каким бы сильным ни был этот огонь, он может осветить лишь небольшое пространство вокруг вас и сделать тьму за его пределами еще более густой и пугающей. Чтобы сделать дорогу безопасной, нужен свет другого рода. Без понимания мечты и амбиции они похожи на детские истерики. С их пониманием они становятся тем, чего можно по-настоящему достичь. Таким образом, у нас прописаны остальные карты и чакры. Да, кстати, если мы сравним интерпретацию, вот, например, на других языках, то она здесь более урезана. Это информация для тех, кто владеет итальянским, испанским или португальским языками. И дальше мы видим у нас инструкции на других языках. И в конце у нас место для заметок. С инструкцией мы, пожалуй, закончим, и давайте переходить непосредственно к картам. Итак, срез у нас здесь гладкий, нигде ничего не кошлатится, не осыпается, в этом плане все отлично. Цветопередача и качество печати также радует. На самой карте мы видим здесь символ чакры, астрологическое соответствие, номер карты и ее название. Вот таким образом выглядит рубашка, очень красивая. Будет очень удобно для тех, кто работает с перевернутыми картами. Ну что ж, давайте не будем тянуть и познакомимся поближе с нашим оракулом. Итак, поехали! Итак, карты чакры Сахасрары, огонь желания. Знаете, эта девушка мне напоминает Дейенерис, надеюсь, я правильно произношу ее имя. Если что, да простят меня фанаты Игры престолов. Хотя мне кажется, что это ее прототип. И посмотрите, вот здесь у нас есть такая этикетка с надписью Манара. Вторая. Вера в свою красоту.
чувство пробужденного сердца. А здесь рисунок, как по мне, исполнен в стиле Альфонсо Мухи, но в более вот такой современной и эротической версии. Чистота любви, прошу прощения, чистота свободы. Как цветок весной, и снова стиль а-ля Муха. Дальше карты чакры Аджны. Соблазн наслаждения. Уверенность в силе исцеления. Сладостная трезвость чувств. Правда позади иллюзий или правда за иллюзиями, за границами иллюзий. Муза, живущая в моих снах. Карты чакры Вишудхи. Деление историями о любви и романтике. Поток вдохновения. Здесь уже больше в стиле Густава Климта. Низшее и высшее я. Достижение снаружи. Защита своих чувств. Карты чакры Анахаты. К лучшему и худшему. Творческая близость. Легкость бытия. Обещание бесконечной любви. Любовь и доверие к себе. Карты чакры Манипуры. Мечты о подавленной похоти. Секреты и открытия. Обнаженная сущность. Или обнаженная природа, обнаженное я. Приманка самого легкого пути.
Создание нового я. Карты чакры Свадхистханы. Инстинктивное блаженство. Свобода быть самим собой. Потакание невозможному удовольствию. Тайное, шаловливое чувство. Великий театр жизни. Карты чакры Муладхары. Чистота намерений. А вот здесь прототип Алисии Викандер с фильма «Том Брайдер» 2018 года, кому интересно. Сад на вершине мира. Боль, скрытая роскошью. Дороги сожаления или раскаяния. И последнее – ненависть, порожденная любовью. Итак, подводя итоги, могу сказать, что колода отличного качества, не такая эксцентричная и пошлая, как Таро Манары. Но и в оракуле присутствуют некоторые порнографические моменты. Мне понравилось, что здесь присутствуют астрологические аспекты и чакры. Что касается интерпретации, мне импонирует четкость и лаконичность. Нет воды, которая расписана на 10 страниц. Также я заметила, что в некоторых картах изображения стилистически напоминали стиль Густава Климта или Альфонса Мухи. Персонажи были взяты из фильмов, таких как «Том Райдер» или «Игра престолов», по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Также некоторые девушки напоминают мне актрис, которых я когда-то видела в каких-то фильмах, но не знаю их имен. В данном оракуле мы можем встретить также девушек-героинь, которых видели уже в Таро Манары. Очень интересная колода, но, честно говоря, у меня не вызывает щенячьего восторга. Она не так оригинальна визуально, как ее старшая сестра колода Таро. К сожалению, ее трудно назвать уникальной. У меня такое ощущение, что она создана только для того, чтобы ее создать. А вдруг она будет иметь такой успех, как ее предшественница? Хотя некоторые карты визуально мне очень нравятся. Напишите, пожалуйста, какие впечатления у вас от данной колоды. Мне интересно очень ваше мнение. А я благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.